Если вы думаете, что дрожжевое тесто не для вас, то по этой инструкции у вас обязательно получатся очень вкусные пирожки. Начинки можно любые. Я делала с любимыми, это вишневая начинка и яблочная. В этом видео я поделюсь с вами самыми мелкими и важными нюансами. Итак, для этого нам понадобятся сливки комнатной температуры, сильно газированная вода. Подробнее все граммовки будут в описании к видео. Важно, чтобы минеральная вода тоже была комнатной температуры. Итак, вначале смешиваем минералку, сливки и добавляем свежие дрожжи, сахар и все хорошо перемешиваем до растворения дрожжей. Этот рецепт очень простой, он вам обязательно понравится. Муку желательно просеять, так вы насытите ее кислородом и ваши пирожки будут мягкие, как пух. Муки на эти пирожки может уйти 350-400 грамм, в зависимости от муки, которую вы используете. Итак, мы потихоньку просеиваем, перемешиваем. Под конец мы добавляем соль, так как дрожжи ее не очень любят. И в конце, когда уже объединили все ингредиенты, добавляем растительное масло. Вмешиваем масло в тесто. Как тесто собралось в ком, мы выкладываем и начинаем его хорошо вымешивать на столе. Если есть, конечно, тестомес, то можно воспользоваться, если нет, то вымешивать придется долго. Примерно 10 минут. Если тесто во время вымешивания будет прилипать, тогда попробуйте его отбить от стола, и сразу тесто поменяет свою структуру. Процесс вымешивания не быстрый, но поверьте, результат того стоит. Когда тесто стало однородное, гладкое, собираем его в ком, сверху смазываем растительным маслом, укладываем в форму, я использовала форму, в которой вымешивала, и накрываем пленкой. Здесь на видео я показала, что у меня ушло с этой мукой 350 грамм. Дрожжевое тесто очень чувствительно к температуре. У меня сейчас в квартире холодно, поэтому время расстойки у меня составило 1,5 часа. Когда летом жарко, то может подняться за 40 минут. Основной критерий, чтобы тесто увеличилось в 2,5 раза. А сейчас переходим к начинке. У меня вишня замороженная, я ее предварительно не размораживаю. Сахар половину всыпаю в вишню, половину добавляю в крахмал. Это очень важный нюанс, если вы хотите получить такую же начинку, как у меня. Ставим вишню на плиту. Доводим сок, который получился, до кипения. Кипятить вишню не нужно. В этот момент всыпаем нашу смесь крахмала с сахаром в вишню и провариваем ровно 1 минуту, постоянно ворочая. Выключаем начинку, немного помешиваем, охлаждаем, отставляем в сторону. Переходим к начинке из яблок.
Для того, чтобы начинка была нежная, яблоки мы очищаем. Выбираем спелые, но твердые сорта яблок. Нарезаем яблоки на кубики. Как и в вишневой начинке, распределяем сахар пополам. Половину добавляем сразу в яблоки, половину в крахмал. Яблоки с сахаром ставим на плиту. Отличие от вишневой начинки то, что мы добавляем лимонный сок, а также мы провариваем с момента закипания 2-3 минуты. Немножко дольше, чем вишню. Затем всыпаем нашу смесь крахмала с сахаром. Да? Также провариваем ровно 1 минуту, перемешивая. Выключаем и охлаждаем. Все, выключай. У меня ушло 1,5 часа для того, чтобы тесто увеличилось в 2,5 раза. Обминаем его. Скатываем его в жгут и распределяем по 50 грамм. Я использую весы. Каждый кусочек теста собираем в шар от края к серединке, как на видео. Накрываем пленкой. Формируем колобки. Наши начинки готовы и остыли. Теперь мы берем каждый наш колобок, приплющиваем его. Оставляем на 10 минут. Через 10 минут начинаем формировать наши пирожки. Для этого тесто можно раскатать или просто растянуть руками, выложить начинку в середину, соединить вначале противоположные концы, а затем защипнуть весь пирожок. И удобным способом хорошо защипнуть наши края и выложить швом вниз на пергаментную бумагу. После того, как мы сформировали все наши пирожки, мы их накрываем и даем постоять 30 минут. Чтобы у пирожков была румяная корочка, возьмем 1 желток, добавим 2 столовые ложки молока, хорошо перемешаем. И как наши пирожки подойдут, смажем этой смесью. Выпекаем примерно 20 минут на 180 градусах до золотистой корочки. Конечно, смотрите по своей духовке. Достаем наши пирожки и смазываем их сливочным маслом. Пирожки получаются, очень вкусные, воздушные. Начинки, конечно, можно менять и с капустой, и с яйцом, и с зеленым луком. Обязательно подпишитесь, чтобы не потерять этот подробный рецепт вкусных дрожжевых пирожков в духовке. Так что дрожжевое тесто не такое и сложное, если понять мелкие нюансы, как с ним работать. У вас получится вот такая вкусная выпечка. А у меня очень много интересных и подробных рецептов, так что давайте готовить вместе.